Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей ждут презентацию серии Redmi K50. И вот сегодня глава бренда Redmi Liu Weibing опубликовал в социальной сети Weibo тизер, посвященный будущему флагману серии Redmi K50. Напоминаю, Weibo — это одна из самых популярных китайских социальных сетей, число пользователей которой исчисляется сотнями миллионов. Так вот, в пояснении к тизеру говорится, что в компании смартфоны Redmi K50 называют очень громко, а именно смартфон мечты. То есть смартфон получил такое кодовое обозначение. Бренд Redmi, который получил статус бренда, ударными темпами развивает свои линейки устройств. Все идет к тому, что компания и дальше будет идти курсом на раздутие модельного ряда. По предварительным данным, на родине в Китае серия Redmi K50 дебютирует в феврале 2022 года, предположительно в конце месяца. Стоит отметить, что в линейке будет 4 модели, которые будут построены, что немаловажно, на базе разных однокристальных систем. Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro Plus им достанется система от компании Qualcomm, а именно топовая Snapdragon 8 Gen 1, а также две системы от компании MediaTek, а именно Dimensity 8000 и Dimensity 9000. Их получат смартфоны Redmi K50 и Redmi K50 Gaming Edition, соответственно. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Также, что немаловажно, Liu Weibing раскрыл технические подробности смартфонов Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro Plus. И они, честно говоря, удивляют. Во-первых, в данных смартфонах будет использоваться, как я и говорил ранее, система Snapdragon 8 Gen 1. Тут мы получили трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex-X2 работает на частоте 3.0, три ядра Cortex-A710 трудятся на частоте 2,5 ГГц и 4 малых ядра Cortex-A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала около 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Ну, достаточно неплохо. Платформа получила графический процессор Adreno 730, а также процессор обработки изображений Spectra 680. Во-вторых, обещана мощная система охлаждения сразу с двумя испарительными камерами. Все это сделано для обуздания такого мощного процессора. Принцип работы испарительной камеры сводится к следующему. Под воздействием тепла от процессора происходит эффективное испарение хладагента, который уносит тепло в зону охлаждения, где и происходит конденсация носителя и рассеивание тепла, то есть все продумано. Напоминаю, сейчас поставщики специализированных компонентов готовы изготавливать испарительные камеры толщиной всего 0,4 мм, что достаточно неплохой результат. В-третьих, новинки получат аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью целых 120 Вт. Стоит остановиться на трех факторах, которые раскрывают суть сложности данного решения. Первый фактор – технический. На данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании двух аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла, а также сделать смартфон тонким и легким. Второй фактор – дороговизна подобного решения. Поддержка зарядки такой мощности требует применения дорогостоящих компонентов во всей цепочке. Системная плата, аккумулятор, кабель, зарядное устройство и все тому подобное. То есть это вы должны понимать. Третий фактор – дефицит комплектующих. На полную зарядку аккумулятора будет уходить всего 17 минут, что вообще просто восхитительное решение. То есть 17 минут, за 17 минут у нас должны зарядиться две аккумуляторные батареи, ну, чтобы не было перегрева и так далее. Также стоит отметить, что совсем недавно смартфон Redmi K50 Gaming Edition прошел сертификацию китайского регулятора 3C, который подтвердил, что устройство будет поддерживать также быструю зарядку мощностью 120 Вт, что и у топовой версии. Ожидается, что Redmi K50 Game Edition получит OLED-дисплей разрешением целых 2К с частотой обновления 120
или 144 Гц. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму. На 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения и многое другое. Смартфон получит 4 камеры, включая 64-мегапиксельный датчик Sony Exmor IMX686, что является просто восхитительным решением. Также будет установлен широкоугольный датчик OV13B10 разрешением 13 мегапикселей и 8-мегапиксельный VTech OV08856. И четвертым сенсором будет выступать 2-мегапиксельный датчик глубины резкости GC02M1 от Galaxy Core. Смартфон получит большую аккумуляторную батарею, сверхбыструю зарядку, стереодинамики JBL и прочие флагманские характеристики. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Redmi удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. Вы должны понимать, что компания Redmi вообще берет тем, что данная компания производит очень и очень крутые смартфоны, которые получают крутые технические характеристики за недорого. То есть мы с каждым годом получаем, можно сказать, народные смартфоны. И это очень хорошо, потому что сейчас, куда ни посмотри, смартфоны стоят $300 плюс-минус. Достаточно интересные решения, которые сейчас есть на рынке. Я не беру флагманы, потому что флагманы стоят от $1000 и выше. Так вот, на мой взгляд, Redmi K50 это тот смартфон, который заслуживает внимания. Почему? Потому что мы получаем топовые технические характеристики. Это в Pro версии Snapdragon 8 Gen 1, а в простой версии это Dimensity 8000 и 9000. Кстати, Dimensity уже давно данная компания превратилась в крутой бренд, который выпускает качественный процессор. Это очень хорошо. То есть вы должны понимать, что Snapdragon 8 Gen 1 будет нагревать ваш смартфон. Но тут мы получим две испарительные камеры, которые должны охлаждать вот этого зверя. Но как все получится, узнаем только чуть-чуть попозже. Сейчас очень много производителей выпускают хорошие смартфоны. Недавно компания Samsung удивила своих фанатов и выпустила Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Это достаточно неплохое решение, которое сейчас заслуживает внимания. Мы там получили Snapdragon 888. Мы получили отличный AMOLED экран. Все топовое, все на высшем уровне. И цена данного смартфона на данный момент составляет примерно плюс-минус $700. Это дороговато, скажем прямо, но это старт продаж. То есть пройдет некоторое количество времени, когда представят S22, данный смартфон упадет в цене. Так вот, к чему я веду? Redmi K50 будет конкурировать именно с Galaxy S21 Fan Edition. Почему? Потому что там смартфон тоже получился, можно сказать, флагманом, но с некоторыми упущениями, можно и так сказать. Вот и все. Ждем презентацию Redmi K50 серии. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.